Всем огромный привет! Это видео для любителей долмы из виноградных листьев. Расскажу о 3 способах, как можно заготовить на зиму листья винограда, чтобы радовать своих родных и близких этим вкусным блюдом круглый год. Для этой цели выбираем только молодые листики, не огрубевшие. Огрубевшие нам уже не нужны, они горчат. Листья я срезаю прям с куста ножничками, так чтобы вот этой ножки не было, которая будет нам мешать потом скручивать долму. Вот такие молодые листики. Первый способ, самый простой и элементарный, заморозка. Вот без этой ножки ножничками смотрим, сразу с куста срезаем. И мы можем отобрать листики приблизительно одного размера, или если не принципиально, можем складывать все подряд. Складываем, берем порцию такую довольно большую листьев и просто складываем в кулек. Выпускаем воздух лишний, но тут есть нюансы, что листики мы отправляем в морозилку как-то отдельненько, так чтобы ничего тяжелого на них не лежало, потому что могут покрошиться, поломаться. Это такое очень хрупкие они. И размораживаем тоже также в комнатной температуре. И второй способ, самый простой, проверенный временем, консервируем, заливаем маринадом. Вот берем небольшое количество листьев, по 3, по 4, по 5, по 6 штук, складываем таким как бы конвертиком и все так плотненько утрамбовываем в банку, чтобы чем поменьше было пустого места. Банки у меня 800 граммовые. Тут входит, я вам скажу, такое довольно приличное количество листьев. Это будет такая большая кастрюлька, полноценная такая порция долмы. Вот 2 баночки. Заливаю я кипятком. Постепенно вливаем кипяток, потому что свободного места там мало, и так, чтобы не была полупустая банка. Заливаем кипяток, доливаем водичку и оставляем банки так на 10-15 минут, просто чтобы листья пропарились. Вот, по истечению этого времени сливаем кипяток с листьев весь. Он нам уже больше не нужен. Будем заливать свежим кипятком, но с солью. Я предварительно измерила. Вот на такую баночку мне где-то надо стакан рассола. И из расчета на стакан рассола нужна столовая ложка, вот такая неполная, без верха, соли. Соль обычная, не йодированная. И, значит, мне нужно пол-литра кипятка. Развожу соль и все, заливаю кипятком с солью. Очень все быстро, просто, никаких сложностей. Так, чтобы не было воздуха. И плотненько потом сверху закрываем крышкой. И обязательно такие банки надо укутать полотенцем или пледом. И вот до полного остывания они будут находиться укрытые полотенцем или пледом. Вот, все, укутали и забыли. Или можно еще проще, если я знаю, что вот на такую баночку мне нужна столовая ложка неполная сверху. Просто засыпаю соль, заливаю кипятком и все. Закрыла и укутала. Это еще проще. И третий способ, интересный такой довольно, пластиковые бутылки, листья. Но тут нюансы.
Обязательно должны быть сухие, ничего, нигде лишней капли влаги не должно быть ни на листьях, ни в бутылке. Складываю их вот просто трубочкой и утрамбовываю в бутылку. Листья сохраняются. Ну, конечно, вот такие листья помогаю себе палочкой, трубочкой, чем получается. Такие листья, конечно, я стараюсь использовать где-то до Нового года, а уже те консервированные или мороженые уже туда дальше сохраняются. Или если вы увлекаетесь сыроварением, тоже укутываете виноградными листьями сыр для созревания. Вот это самое то. И вот так хорошенько надо утрамбовать листья в бутылке, так чтобы чем поменьше было пустого места, чем поменьше воздуха. И они как бы там законсервируются, будут ферментированные листья. Тоже очень хороший, неплохой способ, попробуйте, не бойтесь. Вот в трубочку. Уже в конце, уже сложно их утрамбовывать, то я беру по одному, по два листика и такими маленькими как бы конвертиками укладываю туда в бутылку. И потом все аккуратно закрываю и отправляю такую бутылку в темное прохладное место. Желательно погреб или кладовка, у кого как получается. Вот такие маленькие конвертики скручиваю. Чем поменьше воздуха, чтобы было внутри, осталось свободного. И закрываю. Вот такие 3 простых способа для сохранения листьев винограда я использую. Если вам было интересным и полезным мое видео, не забывайте оставлять свои лайки, комментарии, подписывайтесь, кто не подписался, а я с вами прощаюсь. Пока!